Ваша честь, господин председатель Международного суда, уважаемые судьи, уважаемые дамы и господа. Благодарить за радушный прием, оказанный мне здесь, в историческом здании Дворца мира, за те теплые слова, которые прозвучали в адрес России и ее граждан, в данном случае специалистов в области права. Для меня, как воспитанника Российской школы права, большая честь выступать в главном судебном органе Организации Объединенных Наций. Эта встреча весьма значима. Она имеет важное значение как для нашей страны, так и, надеюсь, для дальнейшего укрепления престижа Международного суда. Господин председатель, вы подробно осветили вклад России в деятельность Международного суда. И перечисленные вами имена наших соотечественников – это действительно гордость и слава российской юриспруденции. С особым чувством хотел бы отметить подвижническую роль Федора Федоровича Мартинса, о котором вы упомянули, господин председатель. Во многом благодаря его настойчивости и блестящему уму была успешно осуществлена инициатива России по проведению в 1899 году первой конференции мира. Она состоялась в Гааге, навсегда определив этот город как столицу международного правосудия. Хотел бы вместе с тем подчеркнуть, что идеи Мартинса родились не сами по себе. Все это было воспитано на лучших достижениях европейской, философской и юридической мысли. Мартинс, по сути, развивал идеи выдающегося европейского мыслителя Иммануэла Канта, других философов и юристов. Это не умаляет значения и роли российской школы права, а только показывает, что сама по себе российская школа права – это естественная часть общемировой и европейской цивилизации и европейской системы права. Впитав самые лучшие традиции этой системы, наша система права сделала много выдающихся открытий и достижений, способствовала развитию справедливости в мире и установлению законности и порядка. Тогда конференция проходила в тревожное время. Над человечеством сгущались сумерки Первой мировой войны. И одним из выдающихся итогов стало тогда принятие Конвенции о мирном разрешении межгосударственных столкновений. Огромное значение имело и учреждение Постоянной палаты Третейского суда. Это был первый постоянно действующий универсальный механизм мирного разрешения межгосударственных споров. Однако не менее важным следует считать само признание международного правосудия. Эта новаторская идея родилась в нашей стране, и ее самоотверженно отстаивали представители российской прогрессивной правовой науки. Взгляды Мартинса и многих других его сподвижников намного опередили реалии того времени. Они справедливо полагали, что международные отношения могут быть наиболее полно реализованы именно через систему международного управления. Систему, основанную на общности целей и интересов государств, универсальным средством обеспечения которых должно быть международное право. Однако, чтобы воспринять эти миротворческие идеи и воплотить их в жизнь, человечеству пришлось пройти через ужасы 2 мировых войн. Только тогда государства объединились и создали Организацию Объединенных Наций, в уставе которой были отражены универсальные подходы, выработанные выдающимися юристами. Они проявили великую ответственность за судьбу мира, и мы обязаны продолжать их благородное дело, развивать объединительные миротворческие процессы. История постоянно напоминает нам об этом, и потому крайне важно не забывать ее уроки. Очевидно, что международному сообществу потребуется приложить еще немало усилий, чтобы в максимальной степени использовать потенциал ООН как уникального механизма решения актуальных международных проблем. Вы хорошо знаете, что Россия, как участница саммита 2005,
в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу верховенства международного права. В России этот принцип является одной из основ конституционного строя в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Более того, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются нормы международного договора. Приверженность международному праву положена и в основу концепции нашей внешней политики и национальной безопасности. Особо подчеркну, Международный суд, его решения и консультативные заключения играют важнейшую роль в укреплении и развитии международно-правовых принципов и норм, дают четкое понимание прав и обязанностей государств, тем самым позитивно влияя на процессы универсализации международного права. Еще раз отмечу, сам факт существования в системе ООН Международного суда – это важнейшее условие устойчивости и легитимности этой организации, в том числе в контексте выработки и реализации комплексной стратегии противодействия новым вызовам и новым угрозам, с которыми сталкивается человечество. Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей. Россия выступает за укрепление роли Международного суда и активно поддержала включение в итоговый документ саммита 2005 положений, подтверждающих обязательства государств-членов разрешать их споры мирными средствами, в том числе через Международный суд. И вы, господин председатель, сейчас рассказали нам о тех действительно серьезных, крупных вопросах межгосударственных отношений, которыми суд сейчас занимается. Господин председатель, мы придаем большое значение представленности в Международном суде отечественной правовой системы и считаем очень важным тот вклад, который вносит в деятельность суда российская правовая школа. В этой связи благодарен вам за добрые слова в адрес судьи из России, господина Верещетина и его предшественников. Надеемся, что традиция нашего участия в суде будет продолжена. И в заключение позвольте еще раз выразить самое глубокое уважение к деятельности Международного суда, поблагодарить вас и за приглашение, и за возможность выступить перед вами. Желаю вам успехов. Спасибо вам большое за внимание.